В 80-х годах итальянская певица Сабрина Салерно, всем более известна просто как Сабрина, прочно закрепила за собой звание главного секс-символа не только Европы и Америки, но и СССР. Плакаты с изображением знойной итальянки в знаменитых шортах висели в комнатах у многих подростков, а иногда и в гаражах у советских граждан. Певица, прославившаяся с задорным хитом «Бойс, бойс, бойс», под который отжигали на дискотеках, прославилась благодаря Сильвио Берлускони. Правда, по словам модели и певицы, итальянский мультимиллиардер всегда был только другом и ничем другим. Но именно он приложил свою руку к известности и невероятной популярности жгучей брюнетки. Судя по ее творчеству, можно подумать, что личная жизнь Сабрины была не менее бурной, но в действительности артистка всего раз связывала себя узами брака. Более того, она до сих пор живет душа в душу со своим избранником. В этом видео я вам расскажу, как сейчас живет Сабрина, как она выглядит и чем занимается. Не переключайтесь. Но перед тем, как перейти к рассказу о том, как сейчас живет и выглядит Сабрина, нужно само собой рассказать о ее восхождении к славе, так как многие, думаю, знают об этой певице, разве что то, что она исполняет известную песню «Бойс, бойс, бойс». Но если вы знакомы с жизнью и творчеством певицы, переходите по тайм-кодам к интересующей вас части видео. Свой путь к вершине шоу-бизнеса, да и вообще бизнеса, Сабрина начала вовсе не со сцены, а с подиума. Уже с 15 лет девушка участвовала в конкурсах красоты, а в 17 лет стала победительницей конкурса «Мисс Лигурия 1986», после чего ее пригласили работать ведущей на телевидении. Одним из членов жюри конкурса, а заодно медиамагнатом, которому принадлежал телеканал, был Сильвио Берлускони, будущий премьер-министр Италии. Именно благодаря ему Сабрина и начала свою карьеру. То, что Берлускони принял активное участие в судьбе начинающей телеведущей и певицы, породило слухи об их тайном романе, но Сабрина категорически отрицала этот факт. Да, он помог мне тогда, но ничего, кроме приятельских отношений, нас не связывало. Я была его верной подругой. Но поверьте, между подругой, и даже если это подруга секс-символ, и любовницей существует огромная разница. И, кстати, когда мне было 18 лет, именно в этом возрасте я начала делать карьеру певицы. Я вообще не понимала значения слова «секс-символ». Однажды, просто друг, Берлускони познакомил Сабрину с известным тогда Клаудио Чекетто. И вот уже в 1987 году сингл новоиспеченной звезды под названием «Бойс» взорвал хит-парады по всему миру. Откровенный клип на эту песню для того времени был настолько смелым, что в некоторых странах его либо запрещали, либо подвергали жесткой цензуре. А вот в Советском Союзе, как ни удивительно, Сабрина запрещена не была. В конце 90-х Сабрина, выпустив очередной альбом, неожиданно пропала из поля зрения публики и журналистов. Она даже перестала появляться на итальянском телевидении. Позже певица объясняла это тем, что устала от славы и решила сосредоточиться на своей семье, а потом на воспитании ребенка. Сабрина всегда пользовалась большим успехом у мужчин, но замуж вышла всего однажды и остается в браке до сих пор. Со своим будущим мужем она познакомилась еще в начале 90-х. Известный продюсер и один из богатейших людей Италии, Энрико Монти, тогда работал в звукозаписывающей компании, а сегодня продолжает семейное дело, начатое еще в далеком 1911 году его предком Бруно Монти. У него бизнес по производству тканей. Их с певицей первая встреча состоялась на званом ужине. Изначально речь шла лишь о творческом партнерстве. У Энрико и его молодой жены только что родился ребенок, да и сама Салерно была не свободна. Ее связывали романтические и деловые отношения с французом Пьером Кассо. Начав работать вместе, Сабрина и Энрико поняли, что между ними возникло нечто большее, чем просто взаимная симпатия. Они понимали, что причинят боль любящим их людям, но были не в состоянии сопротивляться своему чувству. Как позже выразилась сама певица, любовь не подчиняется логике. Правда, целых 10 лет возлюбленные не спешили вступать в брак. Это произошло уже после того, как в 2004 году у них родился сын, которого назвали Лука Мария Монти.
Сама же Сабрина через несколько лет после рождения Луки возобновила карьеру. Ее полноценное возвращение на сцену случилось в 2008 году, когда певица выпустила свой 9-й сольный альбом и сняла новые клипы. Правда, прежнего уровня популярности она уже не достигла. Ее имя и поныне ассоциируется в основном только с музыкой 80-х годов. Впрочем, и сегодня 56-летнюю Сабрину называют, если не самой популярной, то одной из самых богатых певиц Италии. Многомиллионные доходы ей приносят не только выступления и перевыпуски альбомов, но и съемки в рекламе, собственная сеть ресторанов, линия модной одежды. Хотя, как признается сеньора Салерно, в ее шкафу до сих пор хранятся те самые джинсовые шортики, о которых я расскажу чуть позже, которые в далекие 80-е совершили в СССР сексуальную революцию. Сабрина уверяет, что за всю жизнь она не сделала ни одной пластической операции, и все, что у нее есть, заслуга природы. Но исходя из ее преображения и то, как она выглядела раньше и сейчас, очевидно, что хирурги поработали на славу, а еще ее собственного умения быть счастливой. Я имею в виду прежде всего семью. Муж, ребенок – это очень красит и молодит. Знаю это по своему личному опыту. После рождения сына Луки я стала лучше. Но теперь немного о тех самых шортиках, о которых я говорил. В конце 80-х годов зарубежные исполнительницы диско вызывали у советских слушателей настоящий ажиотаж. Пластинки с записями песен Сандры, Сиси Кетч и Сабрины разметали как горячие пирожки. В 1988 году Сабрина выступала в качестве специального гостя на закрытии международного конкурса песни в польском Сопоте, где представила свой хит «Boys». В СССР концерт транслировало центральное телевидение. Яркий номер звезды впечатлил советских зрителей, и вскоре ее шлягер зазвучал на всех дискотеках. В 1989 певица приехала в Москву и дала концерт при полном аншлаге. Эта поездка ее очень впечатлила. Она сама говорила: «Мне было тогда всего 19 лет. Мои представления о вашей стране были очень расплывчатыми. Оказаться в 1989 году на Красной площади было колоссальным впечатлением. Я ощутила дух старины, величие культуры и истории и еще какое-то волшебство. Это место меня завораживало. Мне казалось, что я попала в какую-то сказочную страну. Шел снег, было очень холодно. Под впечатлением остались и зрители, а модницы тут же принялись подражать итальянской поп-королеве. Особенной популярностью у них пользовались короткие джинсовые шорты с рваными краями, в которых Сабрина щеголяла на сцене. Разумеется, этот кокетливый предмет гардероба тут же прозвали Сабринки. На сегодня Сабрина живет в Венеции. Она по-прежнему весьма привлекательна и хороша собой. Она следит за питанием, занимается спортом, много путешествует. Звезда уверяет, что довольна своей судьбой, которая была ей предначертана с рождения. А на вопрос журналистов, кого она любит больше, мужа или сына, отвечает однозначно – Луку. В свои 56 лет Сабрина стала выглядеть моложе, чем в молодости. Ее просто невозможно узнать. Всем понятно, что без хирургического вмешательства не обошлось. Певица активна в социальных сетях и до сих пор любит провокации. Она публикует в своих официальных профилях смелые фотографии, подчеркивая выдающуюся грудь обтягивающими и прозрачными фасонами. Мне нравятся сильные личности, те, кто смотрит тебе в глаза и имеет смелость сказать то, что думает. Подписала она одну из фотографий, а в интервью рассказала, что делает, чтобы оставаться привлекательной. Оказывается, у нее есть свои проверенные методы. Я выбираю достаточно низкокалорийные блюда, хотя от пиццы, спагетти и бокала вина я никогда не отказываюсь. Занимаюсь в спортзале 4 раза в неделю. Несмотря на то, что Сабрина давно не то чтобы в обойме популярности, как раньше, но она остается профессионально активной, выпускает новые альбомы и снимается в кино. Довольно частый гость на ретро-дискотеках по всему миру, где есть популярность на такого формата шоу. Ну а в личной жизни все без изменений. Вот уже 30 лет.